И снова здравствуй, мой дорогой зритель. Кажется, разработчики решили вновь порадовать нас новеньким шикарным контентом. В бете CS2 вышло крупное обновление, которое весит аж почти 4 гигабайта. И мы пройдемся только по интересным нововведениям в нем. Так что усаживайтесь поудобнее, смотрим спонсора и погнали. Не знаешь, где можно вывести свои скины? SkinsMonkey – лучший обменник CSGO скинов, на котором можно получить бесплатно $5, используя мой промокод Malikura23. Ну а при пополнении можно получить еще и 35% бонус. И учитывая наличие способов, это будет нетрудно. Так что обязательно заходи, ссылочка в описании. Ну что же, походу каждые 2 недели разработчики решили баловать нас крупными обновлениями, и на этот раз немного повысили свою планку. Но предлагаю начать с изюминки данного обновления, и это, разумеется, добавление осмотра гранат, которое предполагает возможное появление на них скинов. Да, у каждой гранаты теперь есть по 2 анимации осмотра, причем разработчики не поскупились, и у каждой из них свои эксклюзивные, неповторяющиеся анимации, будь то хаешка, флешка, дымовая, коктейль Молотова, зажигательная или диверсионная граната. И хоть разработчики достаточно постарались, и выглядит это очень эффектно, особенно когда щеголяешь в руках с коктейлем Молотова, подбрасывая его вверх, но в самих файлах особо предпосылок на то, что добавить скины на гранаты, пока что нет. Ни в самих моделях, ни, к сожалению, в конфиге Items Games. Однако, согласитесь, достаточно уже того, что добавили анимации. Причем забавно то, что я однажды давным-давно делал ролик, где показывал свой концепт скинов на гранаты, где как раз таки добавил им анимацию осмотра. В те дремучие времена оказалось, что такое очень маловероятно, что выйдет. Но сейчас, когда существует CS2, все безумные теории и вещи, которые я когда-либо говорил, начинают сбываться. И это, ребята, действительно хорошо. Но, помимо того, что нам добавили анимации, в игре также появились 2 новые карты. Это Нюк и Офис. Разумеется, они не являются ремейками, но портированы с учетом всех фишек нового движка. Тут тебе и параллакс кубмапы, отражающие поверхность. Тут тебе и нормальное освещение. Причем в некоторых участках карт, а конкретно в коридорах, теперь легко палить врагов по их тени. К примеру, на Офисе есть торговый автомат, который также является источником света. И теперь, когда мимо него проходишь, огромная тень на стене дает врагам знать о вашем присутствии. Плюс, ребята, благодаря этим картам мы наконец-таки увидели, как выглядит разрушаемое стекло. Кстати, довольно-таки неплохо. Ну и, конечно же, так как карта Офис является режимом заложников, мы окончательно убедились, что данный режим пока что не претерпел каких-либо изменений. Кто не в курсе, о чем я говорю, посмотрите мой прошлый ролик, где я демонстрирую новые анимации заложников. Кстати, из 2 новых карт бэкграунд для меню имеет только Нюк. Ко всему прочему, в данном обновлении расширили настройки вкладки «Играть», и теперь у нас чуть больше режимов. Но, к сожалению, карту Мираж теперь на официальных серверах не поиграешь. Ну и, конечно же, разработчики не были бы разработчиками, если бы не спалили в файлах игры скрины загрузки для ремейка Inferno, которые дают нам возможность увидеть, как карта будет выглядеть. Разумеется, многие из вас наверняка будут ссаться кипятком. Ну а я лишь могу сказать, что да, неплохо выглядит. Потому что для меня, конечно же, будет лучше, если мы наконец-то ее пощупаем и поиграем. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!